Добрый. Саживайтесь. Вы лейтенант? Да, я лейтенант. Лейтенант. Смотрите, мы гражданские журналисты, мы общаемся на тему, ну, со всеми военнопленными, общаемся на тему, как вы сюда попали и зачем, какие-то, может быть, выводы сделали, не сделали. Общаемся добровольно, то есть вы можете отказываться от общения, можете общаться, это как бы ваше право. То есть интересно нам, ну, ваши гостайны и все такое прочее, это, знаете, ну, вы их не знаете, во-первых, этих гостайн. Да, нам интересна история, человеческая история. Вот. Пообщаетесь с нами? Да. Пообщаетесь. Да. Еще раз, я не знаю, кто вам что говорил, и если говорил, да, но общение с нами это не обязательный порядок. То есть вы можете сказать: не, ребят, я не хочу, и идти. Вы курите? Нет. Красавчик. Красавчик вообще. Это самое. Вам И пресс-карта? это будет публиковаться в интернет, то есть и вы будете довольно популярным человеком. Потому что эти видео нормально смотрят люди. Мало того, что их сейчас нормально смотрят люди, это исторические видео, которые войдут в историю. Историю вот этой войны. Окей? Домой звонить будете? Да. Можно. Если будете звонить домой, то продиктуйте, во-первых, свои данные, а во-вторых, ближе чуть придвиньтесь. Давайте я Не-не-не, покажу. вы должны вот так вот на краю сидеть, потому что я буду вот здесь вот сидеть. Ваша фамилия, имя, отчество? Глухов Иван Дмитриевич. Дата рождения? 22.07.1998. Город рождения? Ульяновская область, Корсунский район, рабочий поселок. Просто Корсун. Рабочий поселок, это как это? Что это такое? ну, Поселок рабочий такой. Поселок Корсун. Прикольно, такого не слышал. Корсун, да? Да, Корсун. Черета. Ваше звание, должность? Лейтенант. Да. Должность командир взвода. Командир. Пехоты? Да. Номер телефона, по которому будем звонить? 8960. Вы звонили уже? Да, давно, 1,5 месяца. Вы есть в Инстаграме, ВК? Да. Сейчас. Плюс 7 900. Это кто? Жена. Ведите себя, я хочу показать, что вы это вы. У нее есть WhatsApp, Viber, Есть. Telegram? Есть еще какой-то номер, если мы не дозвонимся? Есть мамы, но она не сидит почти в WhatsApp, может не ответить. Не, мы обычно, то есть Да. если я не Можно свяжусь... Да, если есть мама, но... Да, давай. 8965. Иван Глухов, 23 года, один всего лишь. Есть такой вообще ВКонтакте. Там у вас есть фотография? Это вы? Нет. Все. Судя по всему, вас снесли со всех соцсетей. Так можно, Или да. кто-то, кто имеет доступ, это сделал. Или поскрывал профили как-то, я не знаю. Короче, неважно, найдут ваш профиль и скинут. Это в 2 клика делается. Вы даете согласие на запись этого интервью и его публикацию? Да. Говорите, пожалуйста, громче, потому что меня будет слышно очень громко, а вас почти не слышно. Я помню, даю. Даете. Представьтесь, пожалуйста, Глухов Иван Дмитриевич. дата рождения. 22.07.1998. Откуда вы? Родился в Ульяновской области, Корсунский район, рабочий поселок Корсун. Воинская часть где она находится? Воинская часть находится в Ленинградской области, город Луга. Номер части, звание, должность. Войсковая часть 29760. Я командир взвода. Лейтенант Глухов. Лейтенант. Расскажите, пожалуйста, почему вы именно вот в армию пошли? Я до 5 класса учился в школе, потом пошел в Суворовское училище. Угу. Ну, Все понял, такой поэтому. путь. Дальше можете не рассказывать. Как вы попали в Украину, да? И как вы попали в плен? 23 февраля, 24, в 6 утра, где-то примерно, мы пересекли границу в Белгороде, Белгородская область, получается.
Заезжали через, деревню Журавлевка вроде как рядом. Просто весь путь рассказывать? Весь путь рассказать, как пошел? Да, неинтересные вещи можете рассказывать быстро, а интересные какие-то эпизоды расскажите, пожалуйста, подробнее. Что я имею в виду неинтересные? Это, например, как вас собирали, как вы спаковывали чемоданы, как вы на поезд садили, как гудок прозвучал. Вот это вот мне так раскладывать не надо. А вот интересные моменты, когда вы уже общались с мирными жителями, участвовали в боевых действиях, вот это интересно. Я понял. Так, заехали через Журавлевку, двигались в направлении Харькова. Где-то к вечеру мы, уже поздно, даже часа 3, добрались до населенного пункта Черкасии-Тишки. Там заночевали. И вот в этот момент, когда выдвигались, мой командир роты, он вперед уехал на МТ-ЛБВ, машины, которые двигались. Но его потеряли. Мы не знали, где он. Даже командир комбат не знал. И вот уже вечером, получается, это уже было 25 февраля, когда мы где-то к 3 часам ночи я прибыл вот в эти Черкасии-Тишки. И тогда командир роты объявился, и мы узнали, что появился первый погибший у нас. То есть они, по незнанию уехали прям к Харькову, там перекресток был, и попали, так сказать, под огонь. И вот были уничтожены наши машины, и вот погиб человек. Так, А вы знали, куда вы едете? Что в Украину, да, знали. Знали. Как вам об этом объявили и когда? Это, точно дату не помню, где-то примерно числа, может, 19 февраля. Это было еще в Курске. У нас там лагерь был. То есть мы прибыли в начале февраля, может, числа 5 прибыли туда этого года. И там у нас был полевой лагерь, учения. У нас учения еще проходили до декабря того года. То есть в ноябре где-то убыли. В декабре я прибыл домой. У нас был отпуск, где-то 15 дней. И вот. После того мы прибыли туда. Если 19 февраля вам объявили о том, что вы будете ехать в Украину. Сказали, марш будет. Нам сказали, да. То что, получается, было 23 февраля, вот это у вас на федеральных каналах, где якобы принималось решение, а потом только Путин объявил о начале спецоперации. Это что, цирк? Не знаю даже. Не видел, что по каналам показывал. Вы не видели, как он объявлял спецоперацию? Не. Не видели. У нас, и сеть не ловил, мы там стояли где-то. В лесах, там лес. Я понял. Просто солдаты знали все уже 19-го, вы в частности. Я говорю, да, где-то так. Да. 19-20. Они 23-го разыгрывали спектакль, мол, они там выходят, там Патрушев что-то там докладывает, мнется, Путин его что-то спрашивает. И только потом он якобы приходит к решению, что начинаем спецоперацию. А из того, что мы слышим, к этому решению они пришли месяца 2, за месяца 2 до спецоперации. Когда поняли, что в нормандском формате их требования не срабатывают, им не удается навязать свои требования, они уже тогда это задумывали. И тогда же учения начались, насколько я помню. Я говорю, учения у нас были где-то в ноябре начались. Вот, видите? Учения, да, были там. Да, даже за 2,5 месяца получается, да? То есть учения у вас начались. Говорю, где-то в ноябре. В ноябре мы прибыли, но оборудовали пока лагерь. Некоторых и раньше, да. И вот вам говорят, что вы едете в Украину. Да? Да. Проедете маршем. Вы что, поверили в это? Если честно, никто не поверил сначала, потому что, не знаю, говорят, что до этого уже было такое, с 2014 года что-то уже говорили про это вроде бы. Да, в 2014 году Россия вторглась на Донбасс. Вот я говорю, да. То, что, никто не верил в это. Да. Думали, что, может, марш совершим до границы и назад. Просто, поразительно. Вам говорят, вы едете в Украину марш совершать до Киева, правильно? Нет. А до куда? Просто я точно сказать не могу, как это звучало. Вообще, если честно, я был в карауле в это время. Это объявляли на плацу, но я слышал что-то. Вообще говорили, что об освобождении что-то говорили.
Если будем освобождать. Ну, Вы не задавались вопросом, что вы должны освобождать в чужой стране? Нет, не задавался. Не задавался. Понятно. Я к зрителям все время обращаюсь в таких случаях. Вы там просите задавать еще вопросы, и пишите списки вопросов. Я, если честно, вот не в обиду будет сказано, да, но я не вижу смысла задавать какие-то более сложные вопросы человеку, которого отправляют в чужую страну, и он сам себе не ставит никаких вопросов, ну не задает. Ему сказали, едь, и он, окей, я поехал. Так. Получается так. Ну, смотри, как бы уже с 5 класса. Понимаете, военный, как бы. Суворовская, потом Да, лицей, наверное, был, да? Нет, Потом институт военный. То есть вы Да. с 5 Ну, класса, как- по сути, в форме. Конкретно военный, понятно. Вы бы еще раз, если бы знали все наперед, поехали в Украину? нет. А что бы вы сделали? Ну, рапорт написать, отказаться. Так вы же военный. Ну, я понимаю, но сейчас я... Что, уже Ну, не военный? Нет, почему осознал все. Что осознал? Зачем нам убивать друг друга и гибнуть? Зачем, ради чего, я не понимаю. У вас погиб один человек на то время, на тот момент, возвращаясь к вашей истории. Вы не задавались вопросом, за что он погиб тогда? С какой целью? За какие идеалы? Ну, задавались И? что? Ну, Говорили между собой о чем-то таком? между собой? Нет, тогда еще не говорили. Не говорили. Все нормально. Нет, Погиб Максим и греть з ним, да? Или как? да нет, почему? Другого выдадут. Ну, как бы... Ну, бабы нарожают еще или как? Ну, не задавались вопросом. Ну, человек же погиб. Я понимаю, да. За что погиб? Зачем погиб? Или не человек? Человек. Или, может быть, у вас градация какая-то есть? Военные не люди, например. Нет, почему? Нет такого. Ну, я для себя интересуюсь, потому что ну, я привык к тому, что вот так вот, если кто-то умирает, даже просто, да, люди ищут причину смерти. Если она естественная, понятно. Если она неестественная, то тогда ищут ответы на вопросы. Почему кто-то его убил? С какой целью? Кто виноват? Да? Ну, это нормально, во всем мире так делается. А у вас, получается, вы приехали в чужую страну. Поехал там командир роты ваш, да, я так понял? Да. Приехал с весткой о том, что один человек уже погиб. Может, это было не один человек. Я вас спрашиваю, что вы в этот момент подумали? Или что, о чем вы друг с другом поговорили? Или вы все как эти бетонные, Ну, если- оловянные Ну, солдаты? почему? Погиб, да и погиб. Не знаю, в первые дни, но это непонятно. Я не знаю, как передать словами. Ну, ты не понимаешь, что еще творится. То есть, когда ты сам не столкнулся еще с этим. Как бы я не знаю, как это... Сказали, идете маршем в Украину, правильно? Да. Правильно. Пришли в Украину, правильно? Правильно. Марш, видно, не удался, да? Ну, раз... Сколько марш должен был? 4 дня длиться? Ну, вроде когда говорили, что это все очень быстро. Очень быстро. А сведения о том, что погиб уже первый человек, когда вы, через сколько дней после заезда вы получили? Ну, получается, уже 25-го, через день. На следующий день, да? Да. И дальше вы никуда не идете. То есть марш, не марш, получается. Ну да, так получается. Что мы И остановились. вы ничего не понимаете, не отдаете себе отчет ни в чем. Ну еще как не бы... пытаетесь не- задуматься. Ну, не задумываемся, ну как погиб человек, как такое вообще возможно? Да, и я что же. Ну, я вот говорю то, что Ну, мы приехали в чужую страну. Мы кто? захватчики, получается, как. Правильно. Те захватчики, которые пошли вперед вас, один из них погиб. Значит, почему он погиб? Не было таких мыслей? Я не спрашиваю Нет. то, что вы думаете сейчас, потому что я понимаю, вы мне ответите, ну да, вторглись, погиб, да, наверное, так. Или не Ну, так? нет, Давайте. ну, я думаю, то, что это, как сказать, бессмысленная смерть. Я думаю, Бессмысленная смерть. то есть, ну, это ни к чему не привело, погиб человек, а ничего хорошего от этого нет. Понял. Как бы, если бы он погиб, ну, на нашей земле, за нашу страну, когда, если бы на нас вторглись, то смысл бы большой имел. Ну, вы же Министерство обороны вроде бы, да? Да, Или у вас где-то написано, что вы Министерство нападения? нет, такого нет. Угу. Ну, вам же рассказывали, что мы должны к вам вторгнуться?
Ну, что тогда говорили? То есть, если не мы, то нас. Да. Гитлер тоже подобные вещи говорил. Ну, тоже подобными вещами оправдывал свое вторжение. Что если вот мы сейчас это не начнем, то... Ну, и есть речи Путина и Гитлера, они в точности друг друга повторяют по этим всем посылам. Но надо как-то оправдать вторжение в чужую страну. Хорошо, чем вы отличаетесь, по сути, от фашистской или нацистской Германии Второй мировой войны, вторгшейся в Советский Союз? Даже не знаю. Я думаю, ну, мы не думали, что это будет так все. С чего вы взяли, что немцы, идущие в составе там СС или там Третьего рейха, думали? Может, они тоже не думали? Мы же этих фактов достоверно не имеем. Поэтому я не могу вот сказать. Да я же уже здесь не про мысли, что кто думал, да, а про фактические действия. Ну, по действиям, тогда да. 4 утра. Вторжение. У нас только в 6 где-то было. Ну, у вас в 6, а ракетами начали бить в 4. Ну, примерно в это время. Похоже, да? Да. Украина независимая страна? Да. Независимая страна. Да, суверенитет. И Союз независимая страна. Окей, в Союз не в первый вторглись, но мы уже берем так, чтобы всем было понятнее. Союз тоже независимая страна. Вторглись? Да. Вторглись. И в Украину вторглись. Под соусом того, что нужно кого-то от кого-то освобождать, или превосходство кого-то над кем-то. Правильно? Ну, не превосходство, у нас то, что освобождать. Да. Чуть-чуть отличия небольшие есть, конечно. Там было превосходство, но там тоже надо было защищать, отстаивать интересы арийской расы, потому что, ну а как это? Да? И здесь тоже. Тут каких-то русских нужно защищать в Украине. Да. А русские из Харьковской области кого-то просили от кого-то защищать? Нет, такого не слышал никогда. Видите, а вы были в Харьковской области. Вот в этом и признак нацизма. Самим придумать себе идеал, и этот же идеал потом другим навязать. Мы идем защищать русских. А дальше трава не расти. Спрашивали русские какие-то об этом? Не спрашивали. Может, эти люди, которые живут в Харьковской области, действительно себя русскими считали, но только они не просили защищать их. Говорят, что это самый русскоязычный вроде город. И они могут быть и русскоязычными, но они тоже могут не просить их защищать. Я и знаю. не просили. Они не просили, поэтому говорю. Да. Но вы придумали, что их нужно идти защищать, и идете. С автоматами, на танках. Хотя они вас об этом не просили. Это и есть нацизм. Там превосходство, а здесь защита. Ну, марка может быть разная. Типа обоснование может быть разное. Ну, там чуть-чуть они там по сути могут отличаться. Как фашизм от нацизма, что тот там в Италии начался фашизм, да, там свои были моменты, нацизм свои моменты, здесь рашизм свои моменты, но суть не меняется. Это в любом случае вторжение, это в любом случае попытка навязать кому-то что-то. Да. Ну, так вот и произошло. Скажите, в России сколько национальностей проживает? Или народностей? Количество точно не скажу, но очень много. Ну, около многонационально. 160, да, правда? Так, да. Да? Около 160. Вы кто? Ну, я, по сути, русский, мама татарка у меня. То есть что-то смешанное. Ну, русский, допустим. Ну, да. Да. А есть в России чисто татары или чисто башкиры, или чисто... Есть. Есть, да? Да. Давайте, вот башкиры, допустим, да? Или буряты, да? Буряты и башкиры в Украину зашли? Да. Да, зашли. А вам не кажется абсурдным идея, что буряты пришли в Украину защищать русских? Ну, они, я думаю, под предлогом то, что многонациональная страна. Я понимаю, но так вы же зашли под предлогом защиты русских и русскоязычных? Ну, да. 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 А буряты в Бурятии, насколько я понял, вообще на русском-то особо и не разговаривают между собой. Потому что я им даю звонить, и они по телефону со своими родственниками говорят на непонятном мне языке. А русский я знаю. Так не абсурдна ли эта история? Смотрите. Ну, как бы да. Русские это типа как народность, да, такая? Понимаешь? Да, этническая группа, да, такая? Вот, допустим, в Украине есть русские, вот в Харьковской области, где вы пришли, да?
но они в то же время украинцы, да? Да. Да? Смотрите, в России есть все, как называются? Все. Ну, русские. Не. А, Как? Не русские. Как все называются? ну, Российская Федерация. всё. А люди? Жители России. А еще? Россия. Россияне, да. Верно, Кстати. верно. И буряты россияне. Правда? Да. И башкиры россияне, правда? Ну, Да? все, кто живет. То есть можно себе представить на секундочку, что россияне могут быть русскими, и россияне могут быть башкирами, и россияне могут быть татарами, правильно? И украинцы могут быть русскими, правильно? Да. Да. Так почему же одни русские решили, что они должны здесь защищать других русских, которые те их не просили защищать? И послали защищать сюда башкиров и бурятов. Да. Я вам отвечу, почему. Потому что это фашизм и это нацизм. Воспитать в своих людях идеи, то ли имперские, то ли еще какие-то, но в любом случае тоталитарные, и на основании вот этих вот идей отправлять сюда, в Украину, своих солдат, для того, чтобы кого-то от кого-то освобождать. Но я с вами сейчас общаюсь, и я, если честно, не очень понимаю, кого и кого вы освобождали. Может, объясните мне? Ну, я сам не понимаю. По сути, никого не освобождали. Никто не нуждался в нашей поддержке. Не было таких, кто уходил и говорил, что кто-то ущемляет их права. Таких не было. Так чем вы отличаетесь от нацистов во Вторую мировую? Не могу сказать даже. Вот видите. Как вы в плен попали? В плен попал. Это было 6 мая. Мы находились в бункере ПВО части. Мгм. И где-то утром нас окружили вооруженные силы Украины. И, предлагали нам выйти. Но мы не выходили долгое время. Закидывали нас, Это бункер, где было там 40 человек. Вот тут. ПВО часть, которая была. Нет, другой. Закидывали. Там четкое название имел населенный пункт. Циркуны. Циркуны. В Циркунах? 2 километра от них. Это, 2 значит, километра. Ну, значит, может быть и тут. Там было много ДНРовцев. Были, да. Да. Сейчас скажу сколько. У нас 4. Где-то 15 их было. Да. Закидывали нас этими, дымами, там еще что-то, слезоточивый газ вроде. Травили вас там, бензин Да. заливали, Да. поджигали. Да, мы эту историю знаем, мы на канале все, мы поговорили практически со всеми, кто выжил из этого бункера. Возможно, вы какую-то деталь расскажете. Они уже все, поговорили с ними, да? Ну, Мы уже 250 человек поговорили. 250. Мы уже все ваши истории знаем во всех населенных пунктах. Просто так получается, что когда человек сам нормально рассказывает историю, то я беру интервью. А когда человек говорит так, как вы, то это получается какая-то Слідчадія. не сличади, а это я что-то рассказываю, знаешь, чтобы вытянуть. Мы уже знаем про вас все. Всех ваших командиров, сколько вас бросили, какие у вас пайки я понял. консервации у нас воровали. Сейчас скажу, да, как было. То есть, если вы морозитесь, потому что думаете, что вы расскажете какую-то военную тайну, Да нет, тайны, по то, сути, я не знаю. знаете, мы поговорили с этого бункера с каждым почти. Не, я понял. Я имею в виду то, что и тайны-то какой я могу Да знать. вы тайны не знаете, вы Вы можете не знаете. историю нормально рассказать. И выражать свои мысли абсолютно свободно. Мы с полковниками Можете сказать, я разговаривали. не хочу отвечать, например, на этот вопрос, и не отвечать на этот Я понял. вопрос. Вы же не в России. Я понял. Говорю, в 6, где-то, в 8 утра, 6 числа. Вот, смотрите, может, знакомого кого узнаете. Это же все ваши вояки. Вот, смотрите. Лейтенанты, полковники, рядовые. Кто хочешь. Старшины даже были. Увидел. Кто? Вот с бункера, правильно, пацан. Правильно, вот с бункера, пацан. Нормальный парень, между прочим. Рассказал нам хорошо все. Я просто не помню уже кто откуда. Вот если вы скажете, Я то... просто вот здесь видел, он здесь был. Ну,
короче, плохо грузится. Ну тут 250 Не, человек, ага. я же еще раз говорю. И со всеми мы... Просто есть люди, которые сами все рассказывают нормально, по-человечески, а есть, которых надо вытягивать. А суть не меняется. Суть вообще не меняется, потому что, я же сразу сказал, интересная человеческая история ваша. Рассказывайте, если хотите. Ну, вот 6 мая где-то рано утром, 8 часов в районе, открыли стрельбу, ну, по нашим постам, ранило кого-то даже, одного. Ну, он прибыл в бункер, я сам там находился, еще был один офицер со мной. Ну, эвакуировали его. Ну, в то время, как эвакуировали, начался обстрел. Ну, артиллерия по нам била часто. То есть танк стрелял откуда-то издалека по бункеру. Ну, мы в это время сидели там. И как бы, ну, обстрел закончился, и нас окружили. То есть, как бы у них, я так понял, спланированная операция какая-то была. Окружили, начали, ну, гранаты закидывать, предлагать сдаться. Мы отказывались, отстреливались. То есть, А почему вы отказывались сдаться? На что вы ну, рассчитывали? честно, страшно было. Ну, думали, вообще поддержка Ну а будет. почему страшно страшно было? чего? Почему страшно было? Нет. Вас накачивали психологически вот этой всей историей о том, что вас здесь будут резать на лоскутки, кастрировать, наверное, вам Ну, рассказывали. говорили что об вас этом. будут. Говорили. А Да. кто говорил? Как это было? Фу, не было этот, сейчас скажу. У нас даже человек был в бункере, у которого сын, по-моему, где-то в госпитале работает. И вот он Да. говорил, что привозили кастрированных людей. Да. Вот так говорили. Да. Ну вот. У Начал. вас в России получается история, что никто лично не видел, но только слышал от кого-то и знает про что-то. И вот такие люди, Вы которые понимаете- работают, у которых папа, дядя или тетя работает Да. где-то в госпитале, Ну, так они было. почему-то в каждом вашем подразделении появляются. Вот только самих кастрированных почему-то никто не показывает, чтобы идентифицировать их хотя бы. Ни одного ролика нету. Хотя если бы был такой факт, то он бы по-любому был. То есть вот, ну, мы ж хотим найти и докопаться до правды. То есть если действительно эти факты есть, то мы приложим все усилия, чтобы нашли этих военных, там, если это даже наши вооруженные силы. И, ну, Да, и наказать. И наказать Может, ну их. правда есть какой-то Привлечь вредитель. к Кастрирует уголовной людей, знаете. Ну, хоть и пленные, хоть и фашисты, но все равно кастрировать это, знаете, перебор. Мы хотим найти его. Где? Как? Дайте нам контакты этих самых людей, которые работают в госпитале. И которые кастрированных досматривают. Может, мы проследим цепочку, откуда он приехал, и поймаем бандита. Негодяя поймаем. Но не получается, знаете почему-то? Потому что российская пропаганда это всегда где-то что-то кто-то слышал. Или какое-то видео, на котором хрен что различишь. 3 видео гоняете с 15 года по кругу. Для того, чтобы такие, как вы, шли сюда людей убивать. А теперь ответьте мне на вопрос. Если бы мы действительно были бы такие здесь все нацисты, как вам там рассказывают, и кастрировали людей, что с вами должно было бы быть? То же, что я. Было? Как бы нет. Ничего не было, отношения Ну, вообще и нормально. что нам еще копать? Если 250 таких, как вы, и всем рассказывали про кастрированных, а все как бы не кастрированные. Хотя я вас не прошу, конечно, показать Не органы свои, но я на слово вам поверю, что все осталось на месте. Ну, Ну, продолжу рассказ. да. То есть, ну вот, вынуждали сдаться. Ну, как бы мы сдаваться не хотели. Не то, что, ну, сначала мы просто думали, что нас поддержат. Нас же не учат сдаваться, просто уходить сразу. То есть, думаю, сейчас продержимся. Ага. Ну, тут рядом наши стояли везде. Ну, вот, 2 километра там, считай, бригада. Ага. 3 роты как минимум. Димон, дай есть. другой микрофон. Как минимум есть 3 роты, и то, что нас поддержит. Мы, ну, до последнего верили в это. Ну, прошло много часов. Как, сначала пару часов прошло, потом еще. И мы понимали, что никто к нам не идет. Ну, потом где-то к обеду подъехала одна машина наша. Там было 2 человека. Ну, вот сейчас он здесь находится. Это. Сержант был один, Мухдин, Тоже пообщаемся. Никита. Как фамилия? Мухдин. У кого? Мухдин Никита. Мухдин. Вот. Был он и Никита Березкин. Мгм. Они вдвоем подъехали, и мы как бы уже, ну, так сказать, воспели духом. Потому что думали, все, вот подошли наши, значит, сейчас будем отходить. Мгм.
Ну, хотя нам такую... Если наша, значит, сейчас будем... Не, нет, ну это я сейчас... Это такая, знаешь, именно армия. Юху! Все, наши пришли, фух, значит, будем То, что вас отходить. сбросили, вы 251-й, которого... Ну, не Которые сейчас расскажут, скорее всего, подобную историю, мы понимаем, да. Рассказывайте, извините. Не, я просто не хотел иметь в виду, что да, отходить будем. Нам не говорили эту задачу. Ну, в то время, как он подъехал, я так понял, украинские войска, ну, не как войска, то есть какое-то там подразделение, может, группа какая-то отошла в это время. И в это время где-то человек 30, они убежали оттуда. Там был, ну, лейтенант старший один с ними. Они отошли, нас осталось вот 19 человек, получается. Ну, я не видел этого, как они уходили. Потому что, ну, если честно, состояние было такое, ну, закидали, надышался очень сильно. Там не состояние было. Ну вот, он подошел Мурдин, говорит, что будем делать? Я говорю, ну, держать бункер. Я думал, подойдут люди, потому что не просто так же он один приехал. Глупо было бы ему ехать одному, чтобы он там сделал. Получалось, ну, час, два, три, уже ночь наступила. Ну, люди просто отрубались уже, надышались там. Стрельба из гранатометов велась, внутрь бункера залетали. Гранаты кидали, глушило. Короче, мы начали уже понимать все, что не придут никто. Так вас что, оставили, получается? Получается, да, оставили. Русские своих не бросают. 251. Не врите. Ну, получается, Русские своих не бросают. я не знаю, какая, конечно, ситуация там была, почему они так поступили. Вы сразу их начинаете оправдывать. Да в чем прикол Не, я этой жизни? не оправдываю, просто То вы есть так... вас тупо кинули, бункер Да. с кучей 40 солдат. Да, получается так. Офицеры. Историю услышим в 20-й раз, наверное. Но вы первый, кто начал оправдывать. Что, не, ну, Никому. я же не знаю, какая там ситуация. Не, ну, Напился ваш командир. не, вот такая ситуация. не, ну, Хорошо, если русские своих не бросают в определенных ситуациях, то вы уж будьте любезны, пропишите. Русские своих не бросают, двоеточие. Раз. Тогда-то, тогда-то. Два. Тогда-то, тогда. Во всех остальных случаях, извините, бросают, потому что ситуация такая. Вот на Красной площади армату не бросили, которая заглохла? Да. Надо так им написать. Если заглох на Красной площади, или Мы тебя потерял не бросим. сознание, мы тебя не бросим. Да. Верно. ну, А получается... что означает слоган «Работайте, братья»? Еще объясните мне, пожалуйста. Вас когда бросали, вам сказали «Работайте, братья»? Нет. Не сказали? У нас связи не было даже. То есть- Нет, тут просто вот прошлый человек, с которым с нами общался, говорит, наш командир забрал рацию, убежал и вслед сказал «Работайте, братья». А потом их свои же обстреляли. И прислал Орлан. Да, и чтобы прислал Орлан. срисовать Увидел координаты. братьев, и потом этих братьев обстреляли с САУ. Не, ну такого нам не говорили. Ну и некому было сказать, у нас, Поэтому не... да, я у нас понял. связь была, ну полевая была. Тапики. Понял, поэтому и не сказали, да. Да. Потому что мы понимаем, что слоган этот самый, как он там, Смотрите, своих не бросаем, сопровождается «Работайте, братья». Это означает, что скоро вам всем, скорее всего, придет вы хана. боялись сдаваться в плен, понятно. Вы сейчас уже в плену. Да. Мы с администрацией этого заведения, где сейчас находимся, согласовали и получили разрешение. Я могу вам дать Да, сейчас. давай, меня лучше просто будет слышно, я объясню. Давай. Мы сейчас, ну это, знаете, это было не так просто сделать, то, чего мы добиваемся. Мы уже немного так тоже переобщались с людьми здесь, знакомились, и то есть мы подготовили документы там через Министерство юстиции и так далее. Мы вам даем на подпись, вы подписываете, что вы согласны выйти просто в город и сесть на поезд и уехать к себе домой. Но с учетом того, что это будет полностью, что вы выйдете в вашей, в российской форме, с шевронами, с российскими флагами, со всем, с чем, как бы со всей атрибутикой. Куда выйду? В город, поедете домой. Не готов. Вот пакет документов, витаю, написано. Да поздравляю на русском. И все, выходите, берете поезд, ну даже дадим деньги на поезд, там Киев-Москва, марш Славянки, знаете, или как там, прощание Славянки, по-моему, называется. И все, едете домой. Правда, мы не несем ответственности за то, что Да, с вами я случится по дороге. боюсь, Ну, я это не дойду, тоже да, вы уже. должны подписать. Я понял.
Пойдем, сделаем эксперимент. Нам, как журналистам, очень интересно будет со стороны поснимать, что будет. Не хотел бы. Ну, это ваше право отказаться. Мы предлагаем это. Ну, вы подумайте еще до конца нашего разговора, может быть, вы все-таки решите и пойдете на этот шаг. Просто в своей форме, вот все. Военные вам не угрожают, полиция вам тоже не угрожает. Потому что, ну, во-первых, это все будет делаться уже по согласованию, под контролем. То есть, да, они вам, по сути, и так и сяк бы не угрожали. Максимум, что случится, они бы вас вернули бы обратно в плен. Ну, то есть, прогулялись бы просто, да. Но в то же самое время также будет от нас просьба, чтобы полиция и военные не вмешивались в то, что будет с вами происходить, если с вами решат пообщаться просто гражданские люди. Подумайте до конца разговора, может правда? Смотрите, полчаса времени здесь до вокзала, покажем даже как идти, и вы дома. Все, придете, возьмите билеты. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Есть на связи. Ну, история понятна. Вы попали в плен, потом в СБУ, потом дальше. Есть на связи ваша жена, можем набрать, она ждет звонок. Можно? Да? Конечно. Ну, я списался. Странно, кстати, что вы не сразу не приняли с удовольствием наше предложение. Почему? Кто-то принимал? Нет. Нет? Добрый день. Добрый. Меня зовут Владимир, я журналист из Украины. С мужем хотите поговорить? Да, конечно. Этот разговор идет под запись и будет публиковаться. Вы меня услышали? Да, конечно. Да, передаю ему трубку. Привет. Привет. Как дела у вас? Как? Да ничего, нормально у нас. Как Маргарита? Да, все хорошо. Город, где находитесь, не говорите. Привет. Привет. А ты уехала, да, Лен? Да, я уехала. Как мама? Вот. Думаю, что там делать. Решились, собрались и уехали. Как мама, говорю. Нормально, она сегодня на работе. Я сегодня думаю к ней вечером пойти, проведать ее. Она знает, что я в плену? Да, пришлось сказать. Она переживает, почему так долго на связь не выходишь. Я понял. А То есть, ты сама не ходила в часть, не говорила по поводу того, что я в плену? Да, везде, и в части, и Министерство обороны, и Красный Крест, уже везде. А меня признали вообще плену? Да. Я есть Да. в списках? То есть в списках ты есть, да. Есть, да. Да. То есть везде в списках, М. короче, ты есть на обмен. Только не знаю, когда эти обмены будут происходить, все время какие-то срывы, вообще непонятно, что творится. Я понял. Ну не переживай, у меня Как ты? все нормально у меня. Не болеешь, ничего? Нет, соскучился. Мы тоже по тебе очень скучаем. Ждем тебя все домой, все скучаем, все думаем о тебе. Всю информацию собираю, всю какую, что можно найти. То есть вот как раз смотрю Золкина на Ютубе. Я понял. Вот. То есть вот так вот как-то. То есть везде все проинформировано, везде все вроде как говорят, работает. Можно? Я пока не забыл. Вы там, ну, если по своим возможностям, там, может быть, по знакомствам по своим, да, когда будете интересоваться, ну так, по-свойски, да, вы спросите, а кого ваша сторона пытается выдать нам вместо ваших вот военнопленных? Вот просто интересно. Потому что мы показываем вот ваших людей, вот ваш человек, пожалуйста, вот он находится, да, выдайте нам наших. А кого ваша сторона пытается выдать? Потому что у нас есть такая информация, что ваша сторона пытается и наших военных показательно у себя судить, вот эти хороводы там устраивать, да, и нам вместо военных выдать гражданских, задержанных в Мариуполе, например, или в Мелитополе. Ну, да, я таким вопросом не задавалась, но да, вы хорошую дали тему. Я Да, ну вот поинтересуюсь. так просто на всякий случай. Да. Как тебе, как ты питаешься? Да все нормально. Нормально все, да? Смотрю, оброс немножко, Ну но не немножко как следует. да. Что-то много хотела что спросить, даже не знаю, что спросить. А где Маргарита?
Маргарита. Гуляет? Сейчас я ее позову, она, не знаю, у них обед там или уже ужин или завтрак, все на свете. Маргарит. Сразу говорю, ребенка из этих записей мы будем обрезать, так что здесь был обрыв. Все. Чем занимаешь? Читать много стал. Молодец. Начитанный будешь. Ну да. Что читаете? Книги разные. Ну, какую последнюю книгу Русская прочитали? фантастика, Фантастика. фантастику, и Сайлас Тимберман читал, Говард Фаст написал. О, Про ну так коммунистов. серьезная, Мы такое. задержим, получается. Серьезная литература, да. Разную. Так фантастика в основном. По-русски или по-украински? Есть книга «Майдан» на украинском. Еще. Если честно, хотелось бы прочитать. Все-таки там информация другая. Да я вам могу рассказать. Ну вы попробуйте. Не было. Да. Там. Внеклассное чтение. У нас и так разговор как это педагогическая работа. Поддерживаю то, что ты увлекся литературой, да. Здорово. Да. Ну, а Чем у нас утро начинается с детей. Дети Увлекся бы есть, раньше, может, в Украину то не всё. приехал бы. туда-сюда. Вот. То есть за 2 дня, пока я приехала, я 2 дня назад А ты приехала. 2 дня назад приехал? То есть в основном дома. Я понял. Вот. Там у нас была погода плохая. Тут расценивали у нас жара, ну вот здесь, в Ульяновской области, жара, пекло, все, приезжаю, все. Приехала, эта погода за мной следом приехала. Здесь теперь дубак, дождик, и, короче, мы опять все дома сидим. Я понял. Плохую погоду Да. привезли. Да, то ли мы ее с собой взяли, Ну, то ли она тут, как бы сказать, по принципу сама. Так что Столько много у меня как бы эмоций, столько много всего хочется рассказать, столько и вот глядя на тебя, у меня все просто вылетело. Давайте я вам вопрос задам традиционный, а вы вспомните пока, и вы тоже вспомните, что вы хотите еще сказать, Женя. Я знаю, что политикой вы не интересуетесь, я знаю, что всей правды вы не знаете, и я знаю, что везде по-разному говорят. И лично не ответственны. Да, и лично вы не ответственны за то, что ваш муж попал сюда, и вы его сюда не отправляли. Что еще? Вроде все. И все-таки, поддерживаете ли вы вторжение российских войск в Украину и все то, что происходит в связи с объявленной спецоперацией? Ой, ну как я могу это поддерживать? Конечно, я не поддерживаю. Погибают люди и с нашей стороны, и с вашей стороны. Как можно это поддерживать? Понял. Никак. Скажи, что муж отказался уйти на свободу. Да, ну это долгий Нет, разговор. у вас случай. Ну, мы, в общем, сейчас, да, я вам просто расскажу тогда, просто Дима настаивает. Добились того, что мы можем вот провести такой эксперимент российского солдата, одеть в его форму с нашивками, с логотипами, со всеми делами и просто отпустить. Но почему-то все отказываются. Никто не хочет подписывать согласие на вот такой эксперимент. Мы понять не можем, почему они отказываются. Я тоже не могу на это ответить. Почему? Понятно? Ну, Должны были поставить в известность. так мы ставим в известность видео. Ладно. Все, по поводу обменов я вам что-то хотел еще сказать, да. Ну, во-первых, смотрите, то есть то, что вы с ним сейчас разговариваете, да, опять-таки, это уже гарантия того, что с ним будет все в порядке. Я еще раз повторяю, что в принципе попадание в украинский в плен попадание, это уже гарантия, что с человеком все будет нормально. Да сколько бы вам там не показывали нарезки из каких-то непонятных видео, у меня уже 250 человек, как минимум 100 из них вернулось домой. И один из них рассказывал, что, боже, мы в таком были тяжелом состоянии, мы шли друг друга несли, там, над нами издевались. Но, естественно, никто никакого эпизода из этой чепухи нам не покажет. Вот. Поэтому, еще раз, то есть то, что он как бы в плену у цивилизованных людей, это гарантия того, что с ним все будет в порядке. Когда бы он не попал на обмен, он попадет. Чем быстрее это все закончится, соответственно, тем быстрее он на этот обмен попадет. Вот. А опять-таки, вот с нашей стороны мы не видим наших пленных, мы не знаем, что с ними,
у них нет возможности позвонить, поговорить. То есть это для того, чтобы вы могли для себя просто взвешивать немножко разницу того, что даже в отношении. То есть эти вторглись к нам, но мы ведем по отношению к ним себя более цивилизованно и более человечно, чем тех, которых взяли в плен вы. Даже с учетом гражданских. Ну не вы, конечно, потому что поскольку вы политикой не интересуетесь, всей правды не знаете и везде по-разному говорят, но все равно. Телевизор не смотрю. Да. То есть я И вообще не телевизор. проинформирована Да, ни да, про да, что, да, да, как бы. Я понял. Мой Вы муж вспомнили? уехал в Чечню. Это Муж что ваш я знал, куда он едет? Муж ваш знал, куда он едет? Вы знали, куда вы едете? Да, я знал. Мужу сказали, что они едут в Украину. Так что с учениями это вы уже палку перегнули. Ну, то есть, вот во всех вот этих вот тезисах про учения это уже зря. Потому что ваш муж конкретно знал, что он едет в Украину. Просто ему сказали, что они едут куда-то каким-то маршем. Я же говорил, сначала мы ехали на учение. Расскажите. Я уже все спросил. Просто расскажите жене. Ну, я знал, что я куда еду. Это 20 где-то числа, 19 я узнал об этом. До этого, да, думал, что на учение, как вы говорили. А жене вы почему не сообщили? Вы же узнали. Почему вы не проинформировали своих близких, ближайших людей о том, что вы едете вот? Не знаю. Ну вот, Хотел, видите? чтобы переживали. Ага, я понял. Теперь переживают. А некоторые же и живыми не вернулись. Представляете, как они переживают? Наверное. Я знаю, многие. Да. Ну договаривайте, потому что у нас время ограничено, есть еще люди, кроме вас. Так что. Мне нечего больше сказать. Так ну вы мне не говорите, Я вы же не могу говорите, да. Попрощаться? Ну, можете, ну, прощаться это такое слово, знаете, крайнее. Это... Смотря как Ладно, вы я- настроены. Да. Маме передай, что все хорошо, чтобы не переживала. Не бьют, не издеваются, не как там говорят. Все хорошо. Все Что давай. хорошо, да? Да, и надеюсь, до скорой встречи. Давай, люблю. Да, я тут. Люблю, целую. Я тебя- Пока. И вы выходите, нам говорят, что, знаете, а при нем было изъято 30 тысяч гривен. Или, не, или обманывают? Обманывают? Нет, Чего? я не успел сказать, вы перескочили на... А, это я виноват? Не, ну просто вы сказали, рассказывай уже за бункер. Ну, Да я сбил вас. когда схватили. Да я сбил. Я сбил, прошу прощения, видишь. Расскажите эту историю про вот эти вот деньги. Так, это было... Какое число? Ну, число я точно сказать не могу. Это был... Сейчас, февраль дошли. Ну, где-то после 8 марта, может, числа 15 Мгм. мы стояли в Царкунах. Ну, после того, как у нас товарищей много погибло 8 марта, Мгм. мы стояли в Царкунах. Ну, потом пришел старший, был подполковник Зеленов у нас. Мгм. Мы располагались в домах Да. на окраине Царкунов. А вы рассказывали это вроде бы, да. И... Не, Ленёв не рассказывал. А, да, ну расскажите. Так, сейчас. Можете чуть-чуть в полоборота вот сюда, вот так, чтоб... Да, ага. Ну, вот расположились в Царкунах. Потом заняли дом с подвалом. Ну, через некоторое время. Недостроенный. Мгм. И, ну, как сказать, поступила команда, нужно оборудовать там ковры, не ковры, имущество носили. Ну, заходили в дома, которые ближе лежащие были. Ну, сказали, надо проверить, ходить, посмотреть, чтобы не было никого. Мгм. А про ковры здесь при чем? Не понял. Ну что вы говорите, оборудовать ковры, не ковры, что Ну, оборудовать? был подвал, где мы расположились, то есть он был, ну, чисто кирпич, холодно было. Да. А, с домов снести Да, в этот да, подвал, да. все, ковры, да? Да, вот. имущество. Да, это надо, конечно. Надо же в комфорте спать, да. Чтобы не холодно было. Да, да, конечно. И, ну вот, ходили по домам, когда брали, и я увидел вот эти деньги. лежали. Взял деньги вот эти. И зачем вам эти деньги эти были? Не знаю, просто увидел, взял. Не знаю, как объяснить. Ну, деньги, Да. пусть будут, да? Хорошо. А слиток золота? Это, я же говорил, что, ну это не вам говорил.
Так, Это нет, так вы то, что вы говорили там кому-либо вместо, Я ну, кроме меня, нас же это, ну, как бы-то и не особо-то, в принципе, интересует. Нас интересует тут зрителю рассказать. Мне говорят, 30 тысяч гривен, слиток золота. Что еще там, Дим? Деньги, слиток золота. Да. И что еще? И украшения какие-то, то есть кольца, там, сережки, цепочки, наверное, что-то такое. Ну, цепочка и монеты были, ну, СССР там старые, А, тоже были найдены. и цепочка золотая. Нет, по-моему, серебряная была. Ага. А золото вот это было? О, слиток, да, и $100 или 150, но это О. с бункера дал ополченец, ну, на сигареты. М. То есть я не знаю, где он нашел. То есть у нас, ну, проблема с сигаретами была. Так. Ездила гуманитарка, и можно было, если есть деньги, передать, ну, за свой счет купить сигареты. Гуманитарка не обеспечивает российского солдата сигаретами? Ну, Это же ваша же гуманитарка? не, ну я это так понятно, да. Ну, не хватало все равно понимаю? Не хватало. на всех. Там разводят сигареты, не сигареты. Поэтому можно в украинском доме взять $100 или 150, передать российской гуманитарке, чтобы пригуманитарила сигареты. Нет, почему? Ну, вы так рассказываете, я не знаю. Я, Не, же ну, не, я не не- я ж придумал. Я не знаю, где он их взял, например. А, это у него с собой могли быть эти деньги, да? То есть это он не обязательно их взял где-то. Это же он, получается, с России привез 150 американских вот этих вот, Не, ну я понял. вот этих ненавистных капиталистических вот этих вот денег с собой, с России. Ну, я что ли? думаю, не привез он их, потому что вы же до этого были на учениях, да? Да. На учения, получается, Полях, еще лесах вы были. вот с этими вот были. поехал. Да не, понятно, не. Ну, это ополченец, я не знаю, он приехал, как у них там. А, ДНР. это ополчение, это ДНР. С ДНР, да. Я не получается. верю, что люди из ДНР могут еще и где-то деньги украсть. Нет. Они ж знают, как это тяжело. 8 лет поддавались вот они так страшным таким притеснением с украинской стороны. Тут приехали, чтобы деньги красть. Очень странно. А сестра ваша, между прочим, рассказывала, вы ничего не знали, не ехали на учения, а вы, оказывается, знали, во-первых, куда ехали, а во-вторых, еще и Что? денег решили взять. Не сестра, жена. Жена, Не, почему? да. Я знал, я же говорил. Мы сначала ехали на учения. То есть я же говорил, мы были до декабря на Я учениях. понял, я понял. И Да. после опять поехали. А можете вспомнить, какие были украшения? Ну, я говорю, вот цепочка была, эти монеты были. М. из Типа этих- рубли советские, да? Ну, такие, да, старые советские. М. Там что-то, и 1 лира, по-моему, была еще. Лира. М. Вот это. А зачем, ну, как вы для себя можете объяснить? Ну, то есть для нас, точнее, для себя-то у вас объяснение есть? Что вы хотели с этим? Зачем вы это брали? Это, ну, деньги, я не знаю, они, не знаю почему. Ну, деньги есть деньги. Деньги, да, а вот украшения. Ну, я не знаю, как объяснить. А золото? Что это за Нет. слиток такой был с золотом? Я просто не Там понял. 2 грамма золота было. Ну, не, он передал мне, вот, как я рассказывал, вот ополченец, А, передал мне- золото вам тоже ополченец? ну, вот он передал $150 и говорит, слиток, Из- вот есть. Если есть, ну, вариант, я говорю, я не знаю, навряд ли, но спрошу. Ну, так и я не успел спросить. Типа варианты какие? Сдать куда-то, да? Ну, попросить, если они смогут, ну, сигареты взять, поменять. Ага. Понял. Ну, я думаю, Российский солдат, облика морали, вторая армия мира. Приехать вместе с ополченцами, красть золото, гривны, доллары, для того, чтобы купить у своей же гуманитарки сигареты. Снято. ну, да. Вот просто напишите, что вы об этом думаете. Подписывайтесь на канал и делитесь этим видео.